Всем привет! В этой серии видео мы с вами разберем создание автомобилей на системе House. Конкретно в этом видео мы создадим сам автомобиль, заставим его просто ездить вперед-назад, вправо-влево, тормозить, разберем некоторые настройки важные. Ну, конечно, создадим саму 3D-модель, импортируем ее в движок. А уже в последующих сериях будем работать с интерфейсом для этой машины, сделаем фары, сделаем дым из-под колес, деформацию машины, сделаем возможность смены цвета. Начнем, пожалуй, с создания модели. Для этого я использую Blender 2.8. Здесь у меня уже есть автомобиль, у которого есть кузов. Он отдельно от колес. Это у нас будет главный костюм, то есть это будет корневая кость, да, root. И все остальные колеса называются так, как они называются, то есть, ну, вернее, в зависимости от их местоположения. Левая передняя, правая передняя, ну и так далее. Значит, что важно? Нам нужно, чтобы у кузова были отдельно материалы для цвета, чтобы мы могли потом уже менять их внутри игры. Затем нам нужно отдельным сделать материалом задние фары. Вот, как здесь. И то же самое отдельно сделать передние фары. Это важно. Остальное, в принципе, не имеет значения. Теперь нужно выделить все колеса, а затем выделить кузов. Кузов нужно выделять именно последним. Затем нажимаем Ctrl-P и здесь выбираем Object. Теперь у нас колеса — это кости, прикрепленные к кузову. То есть кузов у нас выступает в качестве основной кости. Вот теперь можно экспортировать в формате FBX. И теперь можно переходить в движок. Здесь я нажимаю импорт. Появляется у нас диалоговое окно, где я выбираю наш автомобиль, который мы экспортировали. Появляется такое окно опять. И здесь я выбираю Skeletal Mesh. Skeleton оставляю пустым. Ну, а все остальное оставляйте как есть. Здесь вы можете, включив, у вас импортируются текстуры, все, которые использовались в Blender, ну или в другом редакторе, который вы использовали. Но мне их не нужно экспортировать. Все, машина экспортировалась. Импортировалась, вернее. Теперь мы можем ее посмотреть. Как видим, она выглядит как должна выглядеть, только на ней нет материалов. Но это, в принципе, поправимо. Сейчас мы это все назначим. Все, теперь у нас автомобиль имеет цвет. Видно отдельные части. Стекла есть, и все нормально. Можем это все дело сохранить. Теперь нам нужно создать Physics Asset. Нажимаем правой кнопкой мыши по нашему модели, по нашей, да. Выбираем Create, Physics Asset, Create and Assign. Здесь я выберу сразу Multi-Convex. Сгенерировалось и назначилось автоматически сюда. Все. Но теперь нам нужно сгенерировать эту же коллизию, но также и для колес. Только она у нас будет уже не Convex, Multi-Convex, а Sphere. Все, должны быть такие 4 сферы. И теперь, когда у нас все это есть, нам нужно создать Animation Blueprint. Значит, выбираем правой кнопкой мыши, нажимаю сюда. А можно даже так не делать. Просто нажимаем по скелету. Create Anim Blueprint. И ABP House. Значит, теперь класс Settings. Parent класс выбираем Vehicle.
animation instance. Именно этот нужно. Скомпилируем. Local component to local. Wheel controller. И mesh ref pose. Все. Вот так должно получиться у вас. Это все. Больше мы здесь ничего делать не будем. Теперь создаем blueprint класс типа vehicle pawn. Назовем как bhouse car. У него есть mesh. Мы выбираем как раз таки тот, что нам нужен. То, что мы, собственно, и сделали. У него также есть еще параметр anim класс. Сюда вставляем наш anim blueprint. Теперь, когда мы установили наш mesh, устанавливаем здесь галочку на Simulate Physics. Таким образом, наша машина будет падать, ну и, в принципе, двигаться в пространстве. Переходим теперь в Vehicle Movement Component. И здесь у нас есть Suspension Enabled. Этот параметр отвечает за то, будет ли работать подвеска. И Wheel Friction Enabled — это параметр, отвечающий за то, будет ли работать скольжение для колес. То есть, в принципе, если отключить, то это получится, ну, что-то типа аркады какой-нибудь. И есть последний параметр Wheel Setups. Нажимаем 3-4 раза плюс, и у нас появится 4 разных параметра, 4 разных элемента. Значит, теперь создаем еще один класс, но в этот раз уже это будет тип Wheel House Vehicle Wheel. Это будут передние колеса, а это будут задние. Заходим, открываем оба блупринта новых, созданных нами. И у задних в параметре Excel Type выставляем Rear, у передних Front. Компилируем, сохраняем. Дальше, у них есть несколько параметров. Offset — это отклонение от изначальной точки нашего, значит, от нашей кости колеса. Потому что здесь, когда мы назначаем это все, мы указываем bone name, чтобы наши лучи испускались от нужных нам костей. То есть в нашем случае это колеса. Ну, в принципе, не только в нашем, это в принципе всегда так будет. То есть нам нужно, чтобы от центра колес шел луч, который просчитывал столкновение. Как будто бы колес, но на самом деле он просто сам сталкивается именно этот луч. То есть колеса никакой роли в этом случае, их коллизия никакой роли в этом случае не играет. Значит, и этот offset параметр, он определяет для всех колес, которые используют этот тип, да, он будет определять, насколько далеко они от этой точки будут, от своей как бы изначальной точки они будут насколько далеко. Значит, wheel radius — это радиус колеса, ну, очевидно. Wheel width — это ширина колеса, ну, толщина скорее. Cornering stiffness — это жесткость, так скажем, подвески. То есть чем меньше, тем проще, чем менее жесткой будет подвеска. Friction force multiplier — это, значит, множитель силы трения. Чем больше, тем менее скользким будет колесо. Эти параметры я, честно, без понятия для чего они. Скорее всего, они нужны для каких-то косметических целей. То есть они особо не влияют на саму игру, на саму машину в смысле. Дальше affected by brake. Это, ну, очевидно из названия, что устанавливает, будет ли на это колесо влиять тормоз, обычное торможение. То же самое, вот этот параметр affected by handbrake. То же самое, как и это, только для ручного тормоза. Affected by engine устанавливает, будет ли двигатель влиять как-то на это колесо. То есть в нашем случае, если у нас задний привод,
это устанавливается вот здесь. А если у нас задний привод, то нам нужно, чтобы задние колеса крутились. Соответственно, да. И в заднем колесе я также выставлю Affect by Handbrake. ABS Enabled — это ABS, то есть система стабилизации при торможении, чтобы машину не заносило. А скорее даже не так. Скорее система, которая не дает вам скользить колесом. То есть она делает максимально плавным торможение и разгон. Ну и это Traction Control, это система, которая позволяет, вернее, не позволяет, а делает так, чтобы машина как можно ровнее держалась, то есть чтобы ее не занесло никуда. Старается сама выравнивать. Это, в принципе, нам тоже не важно. Suspension Axis — это куда направлена будет сила, значит, нашей подвески. Force Offset — это насколько сильнее будет она куда-то уходить, так скажем, тоже отклонение от этого. А Suspension Max Raise — это насколько далеко может отклониться колесо от своей, насколько выше может подняться колесо от своей изначальной точки. Ну и Max Drop — это насколько ниже она может опуститься. Suspension Damping Ratio, я, честно, без понятия, что это такое вообще, что она делает. По названию вроде бы как сопротивление как раз-таки подвески. Дальше Sweep Shape — это, значит, Raycast, Spherecast или Shapecast. Это выбираем мы, значит, для колеса тип коллизии, с помощью которого будет просчитываться столкновение колеса. Ну, это тоже можно оставить. Это не особо ни на что не влияет. Значит, Max Brake — это максимальная сила торможения, а это максимальная сила торможения с помощью ручного тормоза. Все, это нам больше не нужно здесь. Мы тут все настроили и посмотрели, все разобрали. Теперь переходим сюда. Здесь у нас есть 4 колеса. Но если мы сейчас запустим, то наша машина не будет ничего делать с этими колесами, потому что мы не указали название для этих самых костей вот здесь. Мы назначили кости. Теперь нужно назначить additional offset для каждого колеса. Для этого нужно взять text render. Ну, это для упрощения своей жизни, так скажем. Text render. Set text. Это все должно быть в construction script. Затем из mesh socket location функцию. И в inSocketName пишите название левого переднего колеса. Front left. Теперь у нас появился текст, в котором написано местоположение, локальное местоположение, значит, левого переднего колеса, вернее, кости его относительно модели. Z всегда одинаковые для всех колес. X одинаковые для каждой из. Для передних колес свои X координаты, для задних свои. То есть тут одинаковые и тут свои одинаковые. Ну и то же самое с Y. А тут один Y, тут второй Y. Теперь нам нужно узнать местоположение заднего правого. Все. Колеса мы настроили. Теперь нужно настроить камеру. Берем Spring Arm, добавляем его. Камера. Теперь переходим к Spring Arm. Тут вызываем Use Spawn Control Rotation. Теперь это я удалю.
скомпилирую, сохраню. Теперь переходим в Project Settings. Здесь в Input Axis Mappings создаем, значит, нажимаю сюда, создадим Axis Mapping как раз таки, да. Должен называться Look Right и Look Up. Вызываем их. Look Up. Look Right. Значит, Look Right Mouse X, Scale 1. Look Up Mouse Y, Scale -1. Теперь выбираем, нажимаем правой кнопкой мыши и Controller Pitch Input. Таким образом мы будем вращать камерой. Для этого мы и включили этот параметр. Если не включить, то камера вращаться у вас не будет. Control Your Input. Это у нас по оси Y, это по оси Z. Все, это камера. Затем смотрим, на что у нас назначено движение назад и движение вперед. А это у меня движение, поворот вернее, вправо или влево. Берем Vehicle Movement Component и вызываем функцию Set Throttle Input. Подключаем Axis Value в Throttle. Дальше Set Brake Input. То же самое. Set Steering Input. Далее нам нужно взять Handbrake, событие Action Mapping. И вызвать функцию Set Handbrake Input. На Pressed у нас будет True, на Released False. Хорошо. Это у нас Mechanical, значит, Setup. Здесь у нас есть параметр Mechanical Sim Enabled. Если включаем, то двигатель никак работать вообще не будет. Значит, дальше Torque Curve. Это у нас график, обозначающий количество крутящего момента при каком-то количестве оборотов двигателя в минуту. Значит, первая точка у нас будет, допустим, 6500, то есть при 6500 оборотов у нас будет значение 500. То есть у нас будет при 6000 оборотов 500 единиц крутящего момента. Я просто не знаю, чем оно измеряется, но это не важно. Значит, дальше. Вторая точка у нас будет, так скажем, окончанием этого крутящего момента. Это будет 8000 и 0. Должно получиться примерно так. Вот здесь точка и тут точка. Дальше Max Torque. Это максимальное количество крутящего момента. Max RPM – это максимальное количество оборотов. Engine Idle RPM – это обороты двигателя, когда двигатель не задействован, то есть когда мы стоим на месте или на нейтральной передаче. Engine Brake Effect – это значит, эффект от торможения двигателем. Engine Rev Up MOI – это насколько быстро будет разгоняться двигатель. Engine Rev Down Rate – это насколько быстро он будет сбавлять количество оборотов. Дальше идет, значит, параметр Differential Type. Значит, Rear Wheel Drive нам нужен. Это будет задний привод. Front Wheel Drive, передний, и полный привод. Front Rear Split – это разделение крутящего момента между передней осью и задней осью. Дальше Transmission Setup. Automatic Transmission. Очевидно, что это автоматическая трансмиссия. Auto Reverse – это включение будет автоматической задней передачи. И вот тут я уже остановлюсь и не буду рассказывать. Это уже расскажу в следующем видео. Давайте просто посмотрим, что у нас будет.
Вот мы можем вращать камерой. Забыл. Переходим в Wheel Front. И вот здесь Affected by Steering. Включаем. И теперь мы сможем поворачивать. Все. Как вы можете видеть, мы едем вперед-назад. Тормозим с помощью ручного тормоза. Разгоняемся. Тормозим. Разгоняемся, тормозим. Поворачиваем. Наша машина имеет подвеску. Как вы можете видеть, автомобиль у нас, когда тормозит, у него колесо проваливается под землю немного. Да и не только когда тормозит, когда он опускается, то колеса могут провалиться под землю. Это как раз таки из-за вот этого вот сглаживания. Убираем это сглаживание. Не сильно, но все же мы это смогли уменьшить. Теперь это не так заметно, по крайней мере. Если поставить на 10, то мы получим вот такой вот эффект. Совсем уж прям медленное сглаживание. Я, честно, не совсем понимаю даже, для чего оно нужно будет. В каких случаях оно может понадобиться. Но в любом случае лучше ставить его на единичку или на двойку. На этом, думаю, можно и закончить. В описании будет ссылка на Twitter, в котором я рассказываю о своих проектах текущих. Подпишитесь там, если можете. Ну и ВКонтакте тоже там группа есть. В общем-то, на этом все. Всем удачи!